Привет! Мы продолжаем украшать елку к Новому году, и сегодня будем делать игрушки из бумаги. Я уверена, что вы уже видели такие. На Pinterest очень много разных вариантов, и в H&M Home они продаются, но в самодельных игрушках мне нравится то, что мы можем сами выбрать профиль и форму игрушки, а не ограничиваться только тем, что нам предлагают в магазинах. Я подготовила несколько шаблонов, которые вы можете скачать в описании под видео, распечатать и сделать свои игрушки, как у меня. Что нам понадобится? Бумага разных оттенков, у меня она еще и разной плотности, я покажу отличия уже на игрушках. Можно использовать обычную крафтовую бумагу для упаковки, из нее тоже получаются отличные игрушки и при этом цена минимальна. Нитки, у меня это мулине с металлизированной нитью. Канцелярский клей, я выбрала этот из-за его тонкого носика, позже поймете, почему это важно. Деревянные бусины, их, кстати, можно покрасить краской из баллончика или засыпать в пакет и залить морилкой, но я решила использовать просто в натуральном виде. Блестки, их мы будем приклеивать на грани игрушек. И самое главное, для вырезания форм я буду использовать резак, а не ножницы. В студенчестве я очень много резала и клеила макетов, я архитектор по образованию, и когда на первом курсе мне сказали, что нужно для бумаги использовать именно резак, а не ножницы, для меня это было откровением. Просто попробуйте, нужно немножко приноровиться, может получаться не сразу. Сначала я отрезаю полоски в ширину шарика и посередине делаю изгиб. Для этого я надрезаю бумагу, но не прорезаю ее до конца. Потом по этому надрезу очень легко согнуть лист и получить ровную грань. Обвожу шаблон карандашом. Здесь будьте внимательны, чтобы сгиб оказался с нужной стороны. Вырезаю формы по контуру. Для тонкой бумаги я вырезала 30-32 лепестка, для более плотной достаточно 16-18. Потом начинаем их склеивать. Я отметила на листе места нанесения клея, нужно его нанести тонкой полоской, для этого нам и необходимо узкое горлышко у клея. Для одной из первых игрушек я использовала просто клей-карандаш, и она получилась кривая косая. Сначала склеиваю каждый лепесток по отметке, и потом начинаю склеивать их между собой парами, каждую пару убираю под пресс. И потом уже склеиваю эти пары между собой. Таким образом приклеиваем все лепестки. Когда все готово, отрезаю нить подлиннее, промазываю клеем внутренние торцы, вкладываю нить и склеиваю крайние лепестки между собой. Для того, чтобы клей схватился, прижимаю пинцетом. Теперь можно наносить блестки, это моя любимая часть в этом году. Я вообще падкаю на все блестящее. Кистью аккуратно наношу клей на торцы бумаги. На ту же кисть набираю блестки и как бы припечатываю их к краям игрушки. Делаю так со всех сторон. Осталось нанизать бусины, и игрушка готова. К таким игрушкам можно добавлять кисточки, разные композиции из бусин, делать какие-то более крупные предметы декора, например, елки. Их шаблоны, кстати, тоже есть в файле. В общем, все ограничивается только вашей фантазией. Спасибо, что досмотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. И до встречи!